Друзья, всем привет, серферы, бездельники, девианты. Как я обещал, начинаем наш эфир с духовным отцом, нашим Петром Кульпой. Он скромно говорит, что он не духовный отец, говорит, чтобы я не говорил, но я это все равно как бы вот на каждом эфире говорю. Что не поиздеваться, правда? Я не издеваюсь, я искренне так считаю, и многие вот наши подписчики, бедоеды, и тоже так считают. Так что всем привет, мы начинаем наш эфир. Добрый день, слава Украине. Героям слава. И мы начинаем с чего? Да, начнем с Приднестровья. Да? Тут я назвал эфир «Геополитика силы», потому что как-то вот много вообще в контексте Нового года пошло таких вспышек. Пакистан, Афганистан, заявление Трампа по Гренландии. Тут же вылазит этот премьер Гренландии, у которой там население 50 тысяч, говорит, что им нужна независимость. Вот. Хорошо, тогда я предлагаю, чтобы посмотрели на то, с чем на самом деле имеем дело. Я это говорил на других эфирах, но хочу сказать тем, которые просто надо осознать, с чем имеем дело. А дело имеем с мировой войной. На самом деле это очень важная разница. Украинско-русская война, да, нападение на Украину, это где-то война на перифериях Восточной Европы, или это мировая война, которая, я утверждаю, готовилась многие годы, готовилась системно, и это системная война, которая поменяет порядок на земле. И хочу показать основные моменты. Просто давайте перекрутим этот фильм назад и вернемся в 70-е, да, когда возникал римский клуб, который говорил про риск похолодания, да, глобального. И после падения СССР оказалось, что каналы, которые разводили красную пропаганду, просто поменялись на зеленую. И вдруг оказалось, что эта зеленая пропаганда, уже про смены климата, да, вдруг стала очень важной, очень выгодной для того, чтобы Россия это профинансировала, в принципе, по всей земле. Для чего? Для того, чтобы создать спрос на русский газ. В результате, я считаю, произошел сговор Старой Европы с Россией, то, о чем я писал на 4-й день войны. Суть его в том, что чтобы достичь глобальных изменений. А глобальные изменения – это выбросить Соединенные Штаты из Европы. Сговор между Россией и, по сути, Германией, потому что она финансировала все это так на Западе, как и на Востоке, заключался в том, чтобы выдворить американцев из Европы, что поменяло бы вообще геополитику всей планеты. И если смотрим, да, надо напомнить, какие моменты были. Во-первых, Германия создала невероятный спрос на русский газ, уничтожая свою ядерную энергетику. Русский газ оказался самым экологическим по нормам Еврокомиссии, да, топливом на Земле. Просто вот ничего более чистого для зеленой энергетики в Европе не было. Это во-вторых, надо видеть, что ликвидация ядерной энергетики, она имела системный характер. Почему? Потому что никогда Путин не получил больше денег, чем в первые 2 года войны за газ. Это показывает очень важную гарантию, которую Россия получила. Дальше надо понимать, насколько сливались элиты Германии и России. Да? Если смотрим не только Германии, Австрии, это политика последовательна, в принципе, это Шредер, это Меркель, это Шольц. И кажется, что этой политике конец, потому что эта политика была сумасшествием. Дальше, если смотрим на очередной фактор, это ограничения, которые связаны с транспортом бронетехники через территорию Германии. Помним, что помощь, которую Украина получала, приходила в обход Германии. Германия уничтожила полностью свою армию. Короче, из 16 бригад при Меркель остались 4. Дальше. На конец дня
оказалось, что Меркель просила Байдена, чтобы ликвидировал базы американские в Европе. Я на это смотрю таким образом, что война – это с одной стороны меч, а с другой стороны щит. И сговор заключался в чем? В том, что Россия употребляет меч, а Германия снимает щит. Если посмотреть на то, что происходило, такое дело было. Тогда по-другому посмотрим на блокад Германии входа Украины в НАТО. По-другому посмотрим про блокад Германии развития инфраструктуры защиты на восточном фланге НАТО. По-другому посмотрим на десятки мероприятий, которые принимались таким образом, чтобы суверенитет Центральной Европы был под вопросом. Я хочу сказать так, что с этой точки зрения просто получается так, что эта системная война подготовлена Германией и Россией, спонсирована Германией полностью. Германия создала коалицию, в компаньоны взяла другие страны, прежде всего Францию, которую просто коррумпировала, которую купила, и давала ей возможность жить за свой счет в каком-то плане. С другой стороны, Венгрия, которая была голосом. Надо помнить, что Путин сделал визиты в Польше, например, когда говорил про раздел Украины. Туск не только отказал, но озвучил это. Но просто думать о том, что Путин не сделал таких, не перевел таких переговоров с Орбаном, да, не перевел таких разговоров, оказывается, что отсутствие поддержки для Украины не было случайным. Например, сегодня узнаем, что Германия начала помогать Украине только под сильным давлением со стороны Вашингтона. Не было такого стремления. Короче, Германия вела себя как союзник. Союзник России. Союзник России, абсолютно. И без сомнений, немцы – это хороший, мирный, пацифистический народ. Этого никто не отрицает. Но элиты немецкие вели политику, которой нельзя на сегодня отмазать тем, что Меркель прикидывается идиоткой, да, рассказывая, что вот она не знала, что Путин обманул. Ну, когда не знала? Но до Грузии не знала. До Грузии не знала, до Крыма не знала. Просто это последовательная политика. Я хочу напомнить, 2014 год, после Крыма уже, когда Германия, когда Германия обошла санкции и DMG Mori, фирма, да, которая построила в России завод, который производит станки, которые производят все эти ракеты, которые убивают. И я читал речь заместителя президента DMG Mori на открытии, который тогда сказал такое: вот как хорошо, что мы успели открыть этот завод, который не обходит санкции, да, что мы можем производить станки на территории России, что мы не пошли на предложение Алмаз Антей, чтобы от них взять помещения, что построили свои, и мы можем дальше производить. На самом деле попытки отключить эти станки не получилось за всю войну, хотя десятки депутатов украинских, министров, да, направляли письма в Бундестаг. Но не только, просто и ничего не получилось, да. Вот, это подтверждение. И можно сказать, что то, что сегодня наблюдаем, это, я бы сказал, конец этой политики. Я наивно верил 28 февраля 2022 года, я уже написал, что рухнул уже, да, сговор старой Европы с Россией, да, направленный на выдворение Соединенных Штатов. На самом деле этот сговор работал. Работал еще, когда сюда приезжали Шольц, Макрон из Италии, да, президент.
Он работал, в принципе, до 23 года, до речи Макрона в Братиславе, который просто пальцем показал, что Франция не участвовала в этом, что на самом деле всему виновна Германия, что Франция готова гарантировать Центральной Европе мир и так далее. И гарантии. На самом деле, с чем имеем дело? Имеем дело с посягательством на ликвидацию суверенитета стран Центральной Европы и с посягательством на выдворение Соединенных Штатов из Европы. Если бы не второй фактор, первый фактор просто уже сегодня не было бы таких стран, как Эстония, Латвия, Литва, Польша. Тезис ставлю, что, во-первых, все эти страны должны быть благодарны украинскому солдату, который спас суверенитет этих стран. Это во-первых. Во-вторых, так как, помнишь, в 22-м я сказал, что украинский солдат сделал Америку великой снова, сейчас можно сказать после Сирии и Россию маленькой. На самом деле то, что произошло, это обвал уже России как сверхдержавы. Она потеряла ключевые рычаги входа на Ближний Восток, на Израиль, на Турцию и на Иран, потому что привлекательность для Ирана сейчас России очень сильно упала. Да? И если смотрим на все эти моменты, получается, что здесь ключевые моменты. И то, что будем наблюдать, мне кажется, ключевой момент, ключевой результат этой войны, думаю, что это будет наказание Германии. Германия будет наказана за эту политику. Последний ее шанс это просто Мерц, да? Как он, ну просто продолжение этой политики невозможно. Это во-первых. Во-вторых, совместное житье в одной квартире с людьми, да, которые как минимум соглашались, а по всей вероятности спонсировали, планировали нашу смерть, невозможно. Короче, если не будет это выявлено, осмысленно, наказано, а наказание, я считаю, это 500 миллиардов долларов штрафа из Германии в Украину, просто как минимум, это просто эту политику надо наказать. Тогда не будет возможно дальнейшее сосуществование Центральной Европы в рамках Европейского Союза. Просто сегодня никто, в принципе, этого не осознает. Но если люди осознают то, с чем имели дело, просто выводы будут, я себе не представляю. Поэтому очень важно, чтобы сейчас сделать, я бы сказал, такой глубочайший анализ причин войны, потому что я верю глубоко в то, что окончание этой войны будет напрямую связано с решением причин, которые привели к ее началу. И что хочу еще сказать, что на самом деле последние дни Байдена это сумасшедшая попытка внедрить китайский мир за счет Украины. То, о чем Гордон говорил, да, то, о чем просто пропаганда проигрыша, которая идет. Вся эта система, просто думаю, что не имеет шансов на то, чтобы они это успели сделать, и будет внедрен план Трампа. А план Трампа будет по-большому заключаться в том, что Соединенные Штаты отойдут от доктрины Спайкмана. Это доктрина, которая обеспечивала присутствие Соединенных Штатов в Европе на основе союза с Германией, то, что было во время Холодной войны, вот этот союз. Почему? Потому что Германия изменила этот союз. Пошла на конфликт
пошла на сотрудничество с Россией против Соединенных Штатов. Это, во-первых, и будет внедрен классический Маккиндер. Короче, самый эффективный, самый дешевый союз с точки зрения Соединенных Штатов, союз со странами, которых существование зависит от лояльности по отношению к Соединенным Штатам. Потому что, в отличие от Германии, Польша или Украина не могут идти на сотрудничество с Россией с целью выдворения Соединенных Штатов, потому что в таком варианте перестают существовать. Вот более или менее так это выглядит. И думаю, что это будет ключевой момент, который очень хорошо прогнозирует положение в Украине, то, о чем говорили, сохранение армии, поддержка для высокомаржинальной экономики. Вот то, что будем наблюдать. Более или менее так это вижу. И все остальные моменты, это уже последствия, потому что мы должны думать в таких категориях, как выглядела бы Вторая мировая война в ситуации, если, например, Польша отбилась бы от Германии, да, и от России. В 1939-м. Да, в 1939-м. Ну вот, не отменяло бы этой войны, да, эта война системно, да, была спланирована. Если бы такое было, война началась. И эта война, в принципе, ее масштаб, ее план, ее как будто стратегия, то, что видим, абсолютно мирового масштаба. Представь себе, Соединенные Штаты выдворены из Евразии. Возникает система от Лиссабона к Шанхаю. Это вообще деградация Соединенных Штатов. Согласен? Нету Соединенных Штатов как мировой сверхдержавы. Просто перестает существовать. Представляем себе, что этот план сработал. Ну вот, Путин сидит на всех каналах коммуникаций, раздает карты между Китаем и Старой Европой. Так выглядит мир. Соединенные Штаты просто уходят где-то в периферии. Это не произошло благодаря украинскому солдату. Более или менее так это вижу. Такой вопрос. В этом контексте вот эти заявления Трампа, Маска по поводу поддержки АФД, альтернативы для Германии, то же самое по поводу поддержки там, таких же политических сил в той же самой Британии. Не выглядят ли они таковыми, которые пускают политическую, там, экономическую машину Европы в разнос? Ну, потому что если победит АФД, и она ставит задачу там, развала Европейского Союза, то в принципе вот эти вот страхи той же самой Польши относительно воссоздания Германии, которая начинает играть в более тесную игру с Россией, вот, они могут быть реализованы. И без оглядки на сдерживающую роль Европейского Союза там, и тех стран, которые могут ее в рамках Евросоюза через его институты ограничивать. Я считаю, что просто Маск является временным явлением в политическом смысле. И это связано с большими рисками, которыми он подвергается. Потому что среди, скажем, самых сильных этого мира Маск самый уязвимый с точки зрения России. Представь себе катастрофу спутника, которая следует тем, что в принципе вся цепочка спутников Маска исчезает. Вот этого типа. Дальше, если смотрим на, может быть, обязательства, потому что есть информации, да, что покупка Твиттера возможно была, да, благодаря входу денег, да, которых источник в России и так далее, и так далее. Я думаю, что Трамп разыгрывает Маска, что это просто бизнес. Маск не занимается большой политикой, а пытается спасти свои акции. Сделал много прислуг для Трампа, но нету возможности, чтобы на этих небесах было место на две суперзвезды. Так что такое. Что касается
Alternative für Deutschland и так далее. Просто в Германии идет сильный радикализм в правую сторону, но также в левую сторону, да, потому что Сара Вагенкнехт, вот левые, они в принципе сильно от себя не отличаются. И там протесты будут расти, потому что ситуация экономическая Германии просто очень сложна. И развалилась вся модель, на которой работала Германия. Эта модель, это бесплатные, по сути, транспортные коридоры, которые обеспечивали Соединенные Штаты, более дешевый, чем у всех остальных газ из России, дешевая рабочая сила из Центральной Европы и возможность эксплуатировать капитал из всей Европы через систему евро, потому что евро в Германии работало лучше, чем в перифериях системы. Да? И в целом получали модель, которая была очень эффективна, построена на экспорте, но которая сегодня сломалась. Думаю, что какую-то надежду составляет то, что сейчас будет внедряться, а это значит прежде всего отход от зеленой энергетики. Может, просто и вся эта идеология будет сломана, да, вернуться к двигателям нормальным, да, просто есть уже разговоры о том, чтобы снять закон, который говорил, что с 1935 года производители машин только электрические, всего этого. Просто будут переобразования, думаю, что каким-то образом будет получиться стабилизация. Но надо понимать, что немецкое общество не является агрессором. Это не вопрос страны, которая хотела бы что-то. Просто это была и тонкая игра элит. А немцы, как были, так и есть, пацифистические. Я считаю, что это очень хороший сосед, и здесь просто не вижу таких рисков. Думаю, что с Германией проблема будет связана прежде всего с трансформацией, да, мигрантами, но вот всем этим переустройством просто нужна новая идея для Европы, которая должна быть, повторяю, основана на тонким и глубоким переосмыслении той агрессии, которая произошла против стран Центральной Европы. Мы на самом деле два момента спасли суверенитет Центральной Европы. Первый, это я говорил, это 22 год, когда Украина, да, украинский солдат, употребляя помощь, потому что сейчас выходят размеры помощи, которые Польша отдала и пошла на конфликт с Соединенными Штатами, потому что рассматривается то, что Польша отдала всю свою мобилизационную силу, да, все эти сотни танков, БТРов, артиллерию и все остальное, да, и самолеты разделаны так, чтобы можно было с границы их взять. Все это нарушило обязательства Польши как члена НАТО, и по этому поводу, тоже сегодня узнаем, был конфликт с администрацией Соединенных Штатов. Это первый фактор. Второй фактор, он сработал раньше. Путин не выдержал, потому что стратегическую ошибку Путин совершил в 2014 году, когда ударил на Крым, когда ударил на Донецк, Луганск. Почему? Потому что, во-первых, создал украинский политический народ, который определялся по вопросу, чей Крым, и сразу было видно, кто думает по-украински, а кто не думает по-украински. И если бы представили себе, что не было Донецка, да, не было Луганска, не было Крыма, тогда давай представим себе 22 год, и Путин вместе с Лукашенко организует маневры, но не где-то там под Сумами, да, а между Гродно и Брестом. 300 тысяч армия тренирует. И представь себе, что в то время восстание бедных русских, которых преследуют в Риге. В тот момент русские заходят, военные, в Латвию, спасать сограждан.
Ну вот, явная агрессия, но кто бы помогал? Польша стояла бы перед вопросом, помогать балтийским странам или нет. Думаю, в Варшаве приняли бы решение, что не в состоянии помочь, потому что пробиваться через Сувальский коридор, это как нереально. в Бельгию заходить Это, в да. 2014 году. Короче, линия Вислы, то, что видели, да, в планах, которые были показаны министром обороны Польши, показали, что защита Польши это на линии Вислы. Вот то, что происходит. Короче, Польша не помогает, тоже, значит, не заслуживает на то, чтобы ей помогать. Что дальше происходит? Дальше Польше тоже нельзя помочь, потому что Германия, во-первых, армии нету, как аудит показал, но не было армии, согласен. Фон дер Лайен, как министр обороны, да, оставила после себя просто развал полный. Там мне бундесверовцы говорили в году в 18-м, что ребята, что вы там на нас надеетесь, у вас там пару эскадрилей вертолетов «Тигр», если летает, то это вообще за счастье будет. Но это план, это политика. Я думаю, что это большой вопрос, кстати, про позицию госпожи фон дер Лайен как президента Европейского Союза. Я считаю, что нужно выяснить ее роль в подготовке, так как госпожа Меркель, да, в подготовке этого плана. Я считаю, что здесь... почему так могло бы произойти? Если бы не было в 2014 году Крыма, если не было бы Донецка, Луганска, украинцы оставались бы в состоянии пьяного детства, да? Неизвестно было бы, кто думает по-украински, кто по-русски, бы смеялись над поляками, да? Как и половина бы говорила, как Путин хорошо справился, да? С ними, и говорили, что еще. Ну, как хорошо, что у нас есть Будапештский меморандум, какие мы молодцы, ну, гений, да, геополитики, ну, так бы было. Но страны Центральной Европы перестали бы существовать, и в принципе американцы вынуждены были бы, да, ограничивать свое присутствие, потому что если бы был компромисс с немцами, да, его результатом был бы выход Соединенных Штатов из Европы. Это бы вообще поменяло ситуацию, ушли бы из Европы, как из Афганистана. Такой сценарий мог бы быть. То, что Путин совершил ошибку, потому что после Болотной площади хотел себе поднять рейтинги, это его дурость, да, из-за которой, по сути, проиграл. Потому что если бы, например, в 2022 году хотели сделать такое, тогда Украина составляла бы невероятную угрозу. Потому что мы могла бы из юга ударить, да, по этим 300 тысяч без проблем. Если бы, например, Соединенные Штаты, Британия, да, дали оружие, просто без проблем получили бы удар. Так более или менее могло бы быть. Просто считаю, что стоит это, безусловно, выяснить, потому что это, еще раз, меняет. Юра, смотри, имеем одну ситуацию, что это какая-то война из-за языка, каких-то бредов про Киевскую Русь, там всех этих сочинений Путина, да, на востоке континента, или глобальная война, где украинский солдат спасает суверенитет, существование Эстонии, Латвии, Литвы, Польши, где сговор сильных России, да, и Германии, которая проспонсировала эту войну, безусловно. Просто видим просто последствия для всего континента, для всего мира. И если выводы будут правильно сделаны, я считаю, то, что на сегодня можем требовать, это, во-первых, чтобы этот вопрос был включен в повестку кампании избирательной в Германии. Я считаю, что ошибкой является то, что украинская сторона не поднимает этого вопроса.
а считаю, что в рамках избирательной кампании немцы должны это обсуждать, потому что это их ответственность. Это во-первых. Во-вторых, ставлю вопрос таким образом. Представь себе, мы об этом говорили. Но что помешало бы, если бы сегодня, в течение, скажем, сейчас польской президенции, принять в политическом смысле Украину в Европейский Союз? Я понимаю, что есть проблемы с торговлей, с чем-то, но чисто политически, чтобы был украинский комиссар, чтобы были украинские евродепутаты, место в Европарламенте, чтобы Украина заняла место Великой Британии в рамках Европейского Союза, возвращая в Европейский Союз демократию. Потому что без этого две страны, Германия и Франция, в принципе, полностью контролируют Европейский Союз, и начинаются разговоры про превращение Европейского Союза в единое государство. На самом деле, это должно быть сообщество независимых стран, народов, по одной простой причине, что не будем одним государством так долго, пока португальцы не будут готовы умирать за Украину, а украинцы за Португалию. Просто, если каждый хочет воевать сам за себя. На сегодня такой солидарности в рамках Европейского Союза нет. И думаю, что очень-очень долго этого не будет. Поэтому идти в насилие, заставляя маленьких подчиняться великим, является дорогой к развалу. Что Италия и Испания уже настолько стали маленькими, что Франция с Германией могут им диктовать условия? Ну да, получается так, что на самом деле сила Германии и Франции с поддержкой Дании, Голландии, стран, которые выигрывают на этой политике, в принципе в состоянии эксплуатировать такие страны, как Италию и... Юг, короче. Да, посмотри, просто это видно на уровне долга. Просто Франция получила возможность дешево финансировать свой долг из-за согласия Германии, поэтому они могли издеваться над всем, потому что в конце немцы и так за все заплатят. У них долг достаточно высокий, но если посмотрим на роль Франции, например, в кризисе греческом, они просто накручивали, продавали им корабли военные, самолеты, вертолеты, просто накручивали, помогали им фальсифицировать отчетность, но обанкротили страну и в принципе с расчетом, что немцы за это заплатят. Просто я шучу. В две руки играли. Да, французы мастера, а немцы думали, что Франция это женщина, которую можно купить. И здесь ошиблись, потому что Франция оказалась женщиной, которую нельзя купить, можно ее только снять на какое-то время. Геополитическая формула от Кульпы. Полайкайте эфир. Я думаю, что таких откровений вы мало где встретите, и поэтому это надо максимально продвигать по всем каналам. А ваш лайк вовлекает 10 дополнительных человек. Тогда вернемся еще к Трампу, как бы вот в этой ситуации. Трамп делает заявления сейчас, вот, которые, во-первых, вызывают массу там обсуждений во всем мире, во-вторых, они уже не выглядят просто как заявления, которые там для эпатажа делают. Да? Вот, допустим, возьмем ситуацию с Гренландией. Вчера премьер-министр Гренландии, которая имеет самоуправляемый статус, там не помню, с 1976 года или там 79-го, да, вот в рамках Дании, потому что те, кто не знает, напомню, что Гренландия является самоуправляемой территорией в датском королевстве, да. И он сказал, что пришло время там, значит, как актуализировать вопрос независимости. Этот вопрос там неоднократно поднимался, и потихоньку там Гренландия расширяла в рамках как бы нахождения внутри Дании там свои возможности там, и свои права. Мне кажется, что это напрямую взаимосвязано с тем, что говорил Трамп, потому что очевидно, что получив вот такой как бы пас, а возможно там и какую-то другую поддержку, там какие-то обещания на будущем, этот вопрос актуализировался. И вот точно так же, как и с Маском, заявление которого там
актуализирует вопрос вот этих всех правых и радикальных левых, которые, глядя вот на это, чувствуют себя, наверное, более на волне. Точно так же вот эта вот ситуация, она тоже ставит Евросоюз, страны Евросоюза перед мощными вызовами, потому что, по сути, это переключает их на вот эту вот повестку, как стабилизироваться вот перед такими вызовами, которая и так для них проблематична на фоне там экономического кризиса в Германии и в других странах Европейского Союза, и той турбулентности, в которой, собственно, находится сам Евросоюз на фоне проигрывания гонки Азии там, и Соединенным Штатам. Я бы с большим вниманием подходил к каждому слову, которое говорит Трамп. Анализы показывают, что 78% обещаний, которые он делал, да, выполнил. Это беспрецедентно. Средняя для всех президентов Соединенных Штатов с начала 20 века. Это ниже 40%. Значит, этот тип политика, да, характеризуется тем, что делает то, что говорит. Если бы посмотрели на это, просто можно бы на все заявления по Панамскому каналу, да, вот по Гренландии, они... Канаде. Да, не, по Канаде и по Мексику это другое. Там логика такая, что если ты не платишь за свой обед, не говори про свой суверенитет. Короче, если требуешь, чтобы тебя датировали, ты не свободный. Ты как ребенок. Если хочешь, чтобы тебя датировали, да, тогда поклонись, да, сдай свой суверенитет, и тогда будем тебя... А если считаешь, что ты свободный, да, тогда не проси, чтобы кто-то тебя содержал. Ну вот более или менее такая логика по отношению к Мексике и Канаде. На самом деле там вопрос идет про Китай, потому что все, о чем он говорит, касается Китая. Здесь вопрос, чтобы Канада и Мексика не было легким входом на рынок Соединенных Штатов для китайских производителей. Потому что он хочет внедрить тарифы не только против товаров из Китая, а также из всех стран, где Китай производит свои товары и которые входят на американский рынок. Вот то, что здесь логика. А что касается Гренландии, что касается Панамского канала, это вопрос, я бы сказал, стратегических путей, так как Малакка, но там вопроса нет, да, про господство Соединенных Штатов. Здесь вопрос идет с технической точки зрения. Он как будто предложил Дании продать. Ну, скажем, Дания откажется. Но их там 60 тысяч людей живет на Гренландии. Если они проголосуют, что хотят быть независимыми, да, не будет силы в Дании, чтобы с ними воевать. Ну, просто это не по фэнг-шуй, правда? Значит, станут самостоятельной страной. Ну и дальше дорога, чтобы стать штатом, если проголосуют, уже простая. Вот таким образом можно осуществить такую сделку. Причем, представь себе, 60 тысяч людей, если каждый бы получил по $1 миллион, это будут копейки. Просто копейки, да. Так что... То есть это реально? Я считаю, что Дания не в состоянии дать им по $1 миллион, чтобы этого не делали. Так что можем на это посмотреть таким образом, с технической точки зрения. А на самом деле Гренландия имеет ключевое значение с точки зрения безопасности Соединенных Штатов. Ракеты, которые могут прилететь из России или из Китая на территорию Соединенных Штатов, будут лететь над Гренландией. Вот. И здесь это может быть... Я считаю, самый вероятный результат этого заявления, что просто Дания согласится на бесплатные базы на ближайшие там 300 лет, да, для Соединенных Штатов. Так они так очень плотно сотрудничают с американцами. Дания вообще один из самых близких партнеров США. Я понимаю, просто вопрос... Ближе некуда. Я просто, есть ближе, но есть Великая Британия, да, есть ближе. Вопрос
решение вопроса, но бизнес, просто сказал таким образом, может это нравится или нет. Надо понимать, что он хочет решить вопрос Китая. И уже теми действиями, которые предпринял, я думаю, что очень сильно ослабил позиции Китая. Но сегодня Китай имеет отрицательный уровень инвестиций. Экономика Китая просто ослабляется. Но бюджет на 2025 год Китая показывает просто стремление, готовность вкладывать деньги, чтобы их сжигать, просто сжигать партнер, который там в состоянии победить Америку и так далее. Я это считаю бредом просто людей, которые, я не знаю, которые просто верят, да, в мир, в котором Китай укрепляется, Америка слабеет. Я это вижу таким образом, что Америка в 40-е, в 50-е, в 60-е накрутила маржу, которую превратила, как любая, когда накрутишь маржу на чем-то, да, думаешь, как это превратить в ренту. И Соединенные Штаты превратили это в ренту по всему миру. И чтобы обеспечить беспрепятственный приход этой ренты в Америку, создали систему, которая гарантировала безопасность. И так долго, когда это работало на Америку, было окей. Но когда под эту систему бесплатной безопасности подключились сначала Европа, потом Китай, вот оказалось, что эта система перестала работать на Соединенные Штаты, а американские корпорации начали себя вести, как будто у них не было подчинения Родины и так далее. И то, что сейчас делает Трамп, он возвращает маржу в Соединенные Штаты. Короче, наступает процесс реиндустриализации. Сегодня Соединенные Штаты — это Мекка, где весь капитал со всего мира бежит, потому что там будет движ, только там будет настоящая прибыль. И просто создаст новую систему ренты, которая не будет глобальной, в том смысле, что не все будут допущены. Будут те, которые будут с ней исключены. И такие страны, как Россия, Китай, да, просто будут где-то в периферии, будут ограничения, сильные санкции. Можно сказать, что в каком-то плане то, что Джанет Йеллен назвала friendshoring, короче, экономика глобальная, в которой в полных масштабах участвовать будут только надежные партнеры Соединенных Штатов. Не будут в ней участвовать, сказал Трамп, те, которые хотят создавать валюту, которая была бы альтернативой для доллара. Правда? Поэтому сделал заявление, что все, которые к 20 странам, да, глобального юга, что должны сделать заявление, что не собираются этого делать. Те, которые этого не сделают, будут исключены. Я не верю в то, что Индия захочет быть исключена, что Южная Африка, да, что Бразилия. Саудовская Аравия. Да, но не, Саудовская Аравия, он уже сказал. Он сказал, что вопрос Ближнего Востока уже решен. Значит, договорился по, думаю, 3 вопросам. Первый вопрос – это возврат к Абрамовым соглашениям 2020 года. Второе, договорился о том, что нефть будет продаваться исключительно за доллар. Короче, возврат к договоренностям Никсона, да, 1974 года. Нефть долларом. Да. И третий момент, это чтобы бросить на рынок много дешевой нефти, чтобы отнять у агрессоров, да, диктаторских режимов средства, не только. А прежде всего ослабить выгоду Китая от контроля России. Потому что когда нефть по 80 или по 90, а Китай получает ее по 40, он получает реальную выгоду. Но если нефть будет по 35, реальная выгода не будет уже значительной. Потому что я считаю, что Трамп будет употреблять Китай как инструмент давления на Россию. Он разыграет это таким образом, что Китай получит варианты, потому что Китай получит жесткие варианты
независимо от всего, но если пойдет на сотрудничество по вопросу Северной Кореи и России, которая имеет на сегодня статус Северной Кореи, тогда эти обстоятельства будут смягчать, да, удары, которые получит китайская экономика. И поскольку двухтриллионная экономика России составляет лишь около 12% экономики Китая, Трамп поставит перед Китаем простой выбор. Или хотите сами потерять 25-30% своей экономики, защищая Россию, или получится так, что этого не будет. Потому что более или менее такие рычаги у Трампа есть. Петр, смотри, но эта логика предусматривает, что ключевая проблема для США Россия, а не Китай. Тогда как наоборот, все выглядит, что наоборот. Не, для Трампа ключевой вызов это Китай. Но он его решает каким образом? Через экономический обвал. Но он говорит про то, что введет пошлинные, да, тарифы на китайский экспорт 60%. Да. Если 60% на экспорт из Китая плюс китайские товары, которые в Соединенные Штаты попадают из Мексики и из Канады, тогда Китай, чтобы сохранить рынки, потому что Европа тоже в это будет вовлечена, чтобы сохранить рынки и получать возможность участвовать в торговле, вынуждены будут ослабить свою валюту, так как сделали в 2018 году. В 2018 году Трамп ввел санкции 20%, тарифы 20%. Китай, чтобы не потерять рынков, вынужден был понизить свою силу юаней, да, на 10%. Таким образом, Китай просто принял экономический удар, американец за китайский товар не заплатил больше, а Китай заставлен был это сделать, чтобы не потерять рынков. Сейчас, если будет такая система внедрена, оценки за 50%, потому что 30% это если бы только из Китая товары, а если это будут из Китая, Мексики и Канады китайские товары, тогда это будет 50% обвал юаней. Что дальше? Если юань падает на 50%, тогда все остальные страны глобального юга вынуждены будут сделать то же самое. Почему? Потому что если этого не сделают, тогда Китай завладеет их рынками. Короче, начнется война на глобальном юге. За что? За сохранение возможности продавать что-либо. И уже Трамп сказал, что будем покупать, поскольку будет всего много и дешево, потому что начнется глобальный кризис на юге. Просто они, чтобы будут вынуждены продавать намного больше, чтобы сохранить любые приходы из внешней торговли, потому что цены будет обвал цен. Американская экономика получает, я бы сказал, возможность двигаться, реиндустриализация пойдет еще быстрее, глобальный юг потеряет покупательскую способность. И тогда начнется распад БРИКСа, то, о чем говорили, потому что тогда будешь решать, от кого покупаешь. Но все продают дешево нефть. Да? Спроса на нее нет, потому что глобальный кризис. Ее много, она дешевая. То, что видели в начале ковида. Это не убьет или не ударит по экономике самих США, потому что у них же тоже есть, условно говоря, себестоимость добычи и сланцевого газа, и обычной нефти, и обычного газа. И 35-40 долларов за нефть, это их тоже приостановит. Вопрос в том, что когда являешься производителем денег, можешь создавать программы поддержки и так далее, и так далее. Можешь, тем более, что можешь заставлять покупать, потому что Европа сейчас сидит на русском газе, правда? Ну, уже не сидит, она уже значительно уменьшила зависимость от русского газа. Я говорю на американском. На американском. Ну вот, но и здесь просто главные гарантии, финансирование, просто здесь можно... На объеме, короче говоря, ты компенсируешь это вот на объеме да. Плюс на ценах, потому что, в принципе, если это будут контракты стабильные,
Просто это будет союз, я бы сказал, под руководством Соединенных Штатов, да, Европа, Япония, короче, Австралия. Вот то, что говорим развитым первым миром, да, просто опустят, поставят на место глобальный юг и доведут к тому, чтобы он разделился. То есть они делают ставку, условно говоря, на Римлянд, да, вот говоря, как бы в этой старой теории геополитики, укрепляя его, и через контроль над Римляндом, окраинами Евразии, которые имеют выходы к морю, там, да, вот, таким образом ну, душат то, что пытался сделать Си, когда начал делать шелковый путь, вот это укрепить все. Это безусловно, здесь просто Китай не успеет по двум причинам. Во-первых, не в состоянии завершить дороги через Пакистан, потому что автобаны построены, порт строят, да, но еще чуть-чуть нужно бы через горы там, но это не сделано, короче, выхода нет. Они зависят, так как зависели от Малакки. Малакского пролива. Да, 60% экспорта, импорта, но представляем себе, что сделают санитарный контроль, правда, потому что очень опасный вирус появился. Ну вот и нужно, и просто как сделать, чтобы только медленнее это шло, уже сразу будет невероятное давление. Мне кажется, что здесь будет применяться экономические рычаги, ну и просто здесь Китай поменял структуру власти, да, с момента, когда Си третий раз стал в главе Китая, да, превратился в диктаторский режим, короче, просто будет управлять до смерти. Вот в том плане ничем не отличается от Северной Кореи, России во всей этой системе диктатур. Думаю, что те соглашения, те жесты, которые Китай делает России, это повышение, я бы сказал, ставок перед переговорами с Соединенными Штатами, чтобы показать, что он что-то уступает. Вот, потому что если бы чтобы показать, что вот он вынужден был, да, ограничить сотрудничество и так далее. Но это будет экономическая игра. Я, честно, не верю в конфликт военный. Есть заявления агрессивные Китая по отношению к Филиппине, но не верю в войну, потому что с точки зрения опыта, то, что показала война в Украине, просто они понимают, что работают на отсталых технологиях. Я думаю, что после этой войны тоже американцы в каком-то плане придут к выводу, что работают на отсталых технологиях, потому что дроны, искусственный интеллект для управления дронами, вот все эти моменты, они просто переорганизуют, будет абсолютный пересмотр всего. И здесь ключевые моменты. Это будут чипы, это будет искусственный интеллект, опыт, да, для искусственного интеллекта, потому что то, что происходит сегодня, например, фронт, это дроны, которые записывают, да, и все эти записи, это материал для обучения искусственного интеллекта. Вот сегодня в Украине является, я бы сказал, знание необходимое, чтобы побеждать в войнах будущего. Так что просто думаю, что здесь не будет никаких потрясений, и Трамп добьется своего. Так что думаю, что войдем в мир, который будет характеризоваться низким уровнем идеологизации. Потому что если посмотреть объективно, политика демократов, о чем слышали? О ЛГБТ, да? О плохих диктаторах, но поссориться с Саудовской Аравией, да? Из-за убитого журналиста. Кронпринца назвать убийцей и так далее, но я бы сказал, это наивно, потому что это открывает Дефензива.
дорогу это открывает дорогу для диктаторов, которые убивают не в единицах, а в десятках или в сотнях тысяч людей, правда? И если посмотреть таким образом, тогда, тогда просто это несерьезно. Дальше. Зеленая энергетика. Это тоже идеология. Получаю. Если посмотреть на это таким образом, тогда меняется политика, она будет, так как ты назвал эфир, реальной, основанной на силе. На конец дня будет важно, сколько у кого, какая сила, это позиционирование. В том смысле надо подчеркнуть рост значения Украины, потому что собственные баллистические ракеты, которые будут производиться сотнями, дальше дроны стратегические, которые в состоянии разрушать инфраструктуру, да, России. Вот сегодня над Балтийским морем. Просто одна радость. Просто здесь лопнет, там лопнет, да. Просто я просто получаю настоящее удовольствие. Баллистические ракеты Да. Украины приносят радость. Да, приносит радость. И скажу еще, вчера говорил с подругой, которая в Херсоне живет, занимается здравоохранением. Она говорит так, что в Херсоне летом было 86 тысяч людей, сейчас 98. Короче, количество жителей в Херсоне растет, несмотря на то, что каждый день убивают. В прошлом году за год было убитых или раненых около 2000 людей, это значит 2%. Где? В В Херсоне? Херсоне. Но город живет. И количество Скорее людей. раненых, чем убитых, потому что если Да. было такое количество убитых, то мы бы уже как бы... Мы говорим про раненых и убитых. Там сложно. Я просто взял риск того, что попадет что-то. Когда ты в Херсоне, очень высокий. Каждый 20-й, по сути. Но люди живут, да, есть 2 кафе, которые работают. Короче, если в Херсоне приезжают люди из Николаева искать работают и так далее, просто русские не в состоянии закошмарить Украину. Просто этот народ непобедимый, он просто вызывает восхищение. А когда русские почувствуют, как воняет, потому что просто эти бандиты, да, просто они в Херсоне они стреляют просто дронами, да, убивают по мирные машины, мирных людей. Были случаи, я знаю, что просто скорую, да, дроном просто, бандитизм. Если бы Украина применяла такие методы, они бы почувствовали, но просто то, что видим, то, что делает Украина, это действительно военные цели, это аэропорты, это нефтеперерабатывающие заводы, склады топлива. Я скажу так, каждая этого типа информация, это мой огромнейший почет для украинских инженеров, потому что сегодня украинский дрон, это впереди мира. Рейд, он просто может мечтать о опыте и технологиях, которые сегодня есть. И это, во-первых, думаю, что это очень сильный рычаг независимости суверенитета. Потому что если будет, скажем, на складе 100 тысяч ракет, это слишком много. Даже если будет 1500-2000 ракет. Но это будет до конца будущего года. Тогда суверенитет не оспаривается. Такой вопрос в контексте этих всех больших процессов. Вот поражение Путина в Сирии, да? В твоем понимании, что это означает, вот как для самой России, для самого Путина, там, да, и насколько это серьезный для них удар, потому что, там русские пытаются разыграть там историю, что они там говорят, для нас это не так важно, Украина важнее, бывало там и сложнее. Но мне кажется, что вот в контексте всей этой игры я считаю, что, во-первых, это невероятно сильный удар, который разделяет. Почему? Потому что
Путин не в состоянии уже вести переговоров, употребляя карты, которые касаются Ближнего Востока. Прошлое показывало, что это были достаточно сильные аргументы в 2014 году, да, которые заставляли Америку, да, идти на далекие уступки. Сейчас этого нет. Вот Россия потеряла рычаг на Израиль, на Турцию и Иран. Это во-первых. Во-вторых, это невероятное унижение. Почему? Потому что, чтобы сохранить свои базы или спасти хотя бы оборудование, которое, они вынуждены унижаться перед новой властью, да, и в принципе, как сейчас себе Асад чувствует, если русские там говорят. Я бы сказал, что это только открыло дорожку, потому что это показало всем диктаторам на земле, что русские гарантии ничего не стоят. Так что будем наблюдать другие моменты. И самое уже проявлением этого, это кейс с самолетом, очень важный. С Азербайджаном. Да, Алиев что? 2 звонки Путина не хватило, он хочет формальных извинений, но он хочет, чтобы чекист наказал своих бандитов. А этого еще в истории не было, потому что чекист никогда не наказывал своих бандитов, правда? Это унижение невероятное. Так что это можем рассматривать как издевательство, личное издевательство над Путиным. Так что будем наблюдать этот процесс. Я думаю, что Сирия, она в каком-то плане может быть образцом для Беларуси. Я вижу большие шансы, что могут нас ожидать потрясения в Беларуси. Почему? Во-первых, это президентские выборы, которые всегда были основой для, я бы сказал, разговора. Но 2 недели тому назад Россия и Беларусь подписали новый военный договор. И там самые важные изменения, что белорусская армия может оперировать с территории России. Значит, российская армия с территории Беларуси. Что это значит? Что есть риск, что белорусская армия будет выведена из территории Беларуси, чтобы не было блокадом для рашизации Беларуси. А русские войдут на территорию Беларуси. Да? Таким образом, это будет, ну, просто Беларусь потеряет, как будто... Еще один момент я здесь добавлю, что это может быть еще одним фактором использования белорусской армии как армии КНДР против Украины. Они тем самым закладывают механизм. Это может быть, но вопрос в том, что навряд ли, потому что это был бы взрывоопасный механизм. Но само выведение белорусской армии из территории Беларуси, например, в Калининградскую область, уже лишает, да, народ Беларуси, потому что армия, как бы ни смотреть, всегда может повернуть оружие против диктатора. Вот этот момент. Дальше. Режим Лукашенко зверский, да, беспощадный, очень строгий. Думаю, что акция вызывает реакцию. И если посмотреть на то, как быстро развалился режим в Сирии, в принципе, за 2 недели, как домик из карт, то же самое, думаю, может произойти на территории Беларуси. Я не верю в поддержку для режима Лукашенко, а учитывая то, о чем говорим, те санкции, которые Трамп будет применять по отношению к России, кстати, в России как быстро ухудшается ситуация материальная, да, вот все эти моменты просто могут привести к изменениям. Кстати, тоже я считаю, что есть большой риск домашней войны в России. Видим, что, во-первых,
розыгрыш между двумя группами. Условно военная разведка, ГУР, да, и Национальная гвардия, и Кадыров против чекистов. На самом деле, если, ну, я говорил с аналитиками, да, и то, что наблюдаем, это в принципе то, что, например, оружие, которое из Сирии попадает в Чечню. Если противовоздушное оружие в Чечне, зачем, против кого? Это подготовка к провозглашению, например, независимости, да. Просто думаю, что идет подготовка. Причем этот фактор, с моей точки зрения, он для нас отрицательный. Гражданская война в России. Да, потому что то, что пугает Соединенные Штаты больше всего, это распад России. Слабость России является ее силой. С точки зрения интересов Центральной Европы, самый хороший вариант, чтобы Россия, как поменялась в Северную Корею, да, закрылась, изолировалась, подвергалась санкциями не только со стороны Европы, но и Китая, да, под давлением Америки, и чтобы создался барьер цивилизационный между Европой, Украиной, да, и Россией, так как барьер между Северной и Южной Кореей, хотя бы на 10, 15, 20 лет. Просто это бы укрепило суверенитет, создало возможность построить западный тип общества, а их изолировало просто, чтобы получили то, на что заслуживают. Тут вопрос, а что господин Кульпа думает о Грузии? То, что происходит сейчас на Грузии и на Кавказе? Я сказал еще задолго до того, как там с выборами все эти вопросы, да. Помнишь, на нашем прошлом эфире я сказал, что следующий этап войны, просто Путин, когда будет остановлен в кинетической войне против Украины, повернется на Кавказ и пойдет процесс терроризации, рашизации Грузии и Армении. Почему? Потому что это попытка найти сухопутное снабжение с Ираном. Вот тот момент. И думаю, что но сейчас то, что наблюдаем, да, это подготовка. Думаю, что грузины просто сейчас выбирают не Европа или Россия, а выбирают, что сделать, чтобы избежать войны. Но будем смотреть. Я считаю, что большой риск конфликтов, там процесс рашизации пошел и подготовка. Но смотри, это напрямую сталкивается с интересами Турции, потому что у Турции с Азербайджаном, во-первых, стратегический союз, во-вторых, этот союз направлен на усиление позиций Турции в Центральной Азии. Там же завязаны интересы Британии, и там же присутствует... Это есть одна, я считаю, что то, что я на 4-й день войны написал, что сразу последствие будет такое, что будет укрепление тюркских культур, тюркских государств, потому что это не только Азербайджан, это также Узбекистан, ну все, кроме Таджикистана, да, все это тюркские культуры и объединение, укрепление этой горизонтали, чтобы отделять Китай от Северной Евразии, да, вот. И там Казахстан с одной стороны, Турция с другой, и думаю, что это будет работать сильно в случае, потому что, ну, в принципе, до Тихого океана можем говорить про пояс тюркских культур. Вот то, что будем наблюдать. Думаю, здесь Турция, Азербайджан — это модель. Это модель, в принципе, армия же считается одной армией, да? Ну, я просто хотел еще, кстати, напомнить еще один сюжет очень интересный в этом контексте. Это то, что
был же скандал вот на этой неделе, или на прошлой неделе, по поводу того, что чеченцы проникли в Азербайджан, два чеченских убийцы, и попытались там, готовили покушение там на важных персон. И там начался очень большой замес, потому что ряд политиков второго уровня, но которые такие могут себе позволить, которым позволяют радикально там высказываться относительно России, это выступили с очень резкими заявлениями, и это напрямую связано как бы с администрацией настоящего президента Узбекистана, потому что затрагивало там ближайшее его окружение, и ну как бы это очень так неплохо трухануло Центральную Азию, потому что фактически оказалось, что Кадыров там ведет играет какую-то свою игру, и в очередной раз, так же как и с азербайджанским Эмбраером, который сбили, подставил, ну, собственно говоря, ту политику Кремля, которую он там пытается разыгрывать. И это вот еще один такой интересный момент, что у них пошли сбои. Я считаю, что на основе, я говорю, разговорах с людьми, которые хорошо, очень глубоко сидят в вопросах России, особенно спецслужб, там этих Кадырова и так далее, просто аналитики говорят, что идет просто сбой, в том смысле, что уже два лагеря выстроились и идет подготовка к домашней войне. Вот. Это самый вероятный сценарий. Угу. Ну вот, я просто к Турции чего сказал, что Турция, если теряет Грузию, влияние на Грузию, оно огромное. Там Армения, понятно, в общем-то, по большому счету, там Турция не настолько там зашла глубоко, а на счет, по большому счету, не зашла туда. Там Франция. Да, там Франция, Штаты сейчас играют, посмотрите эфир с Тиграном Авакяном у нас был, там он, в принципе, неплохо это все расшил. Но Грузия, куда Турция хорошо вложилась в логистику, в недвижимость, для нее является критически важным транзитный маршрут, значит, из Азербайджана газа, нефти. Железная дорога на Карс-Ардаган тоже крайне важна. Все страны будут поддерживать, конечно, будут играть против России, начиная с Казахстана. Но все, просто и здесь, но выглядит так, как будто есть противостояние, да, есть два лагеря, потому что то, что делает политический эстаблишмент Грузии сегодня, это, я бы сказал, я не знаю. Самоубийство. Ну, и да, и нет, потому что, смотрю на Польскую Народную Республику. Можешь смотреть на Ярузельского, да, этих людей, как на предателей, которые играли в Москву, да, а с другой стороны, как попытку спасти страну от домашней, да, и вообще войны. Да, так что здесь игра сложно оценивать. Время покажет. Давай введем контекст, потому что многие зрители не знают контекст того, что делал Ярузельский. То есть начало 80-х годов, солидарность. Просто вопрос в том, что всем было понятно, что коммунизм в Польше является системой, которую поляки ненавидят. Но выход Польши из этого лагеря невозможный. Почему? Ну, потому что в Германии стоит армия Советского Союза со всех сторон, да, и просто все закончится, восстание закончится тем, что прольют кровь поляков. И сейчас, если смотреть то, что делает коммунистическая диктатура, можно оценивать, с одной стороны, как преступление против народа, который хотел восстать против этого, да, а они ввели военное положение и терроризировали, погибло 20 человек, сотни или тысячи пошли в тюрьмы, да, но не было военного конфликта, русские не вошли в Польшу и так далее, и так далее. Потом был круглый стол, я напомню, что Ярузельский как бы грамотно соскочил. Ну вот, поэтому время показывает, да, кто как играет. На самом деле, я считаю, что есть люди в Польше, которые готовы признать
Jaruzelską i ludziom, którzy тогда правили, да. Кстати, Wałęsa, Michnik, да, люди, которые были в оппозиции, с другой стороны, просто с уважением, потому что в принципе в ответственных странах так власть, как и оппозиция отвечают за народ, за будущее. И должны играть на нескольких фортепианах, чтобы сыграть мелодию, которая спасает народ от ненужных потрясений, внутренних войн и так далее. Теперь еще по поводу Сирии там, и той ситуации, которая как бы там образовалась. Следствием является не только там укрепление Турции, не только укрепление там позиции Израиля, мы там неоднократно обсуждали. Ослабление Ирана, прежде всего. Да, вот я к этому хотел подвести, причем ослабление я Ирана... Я считаю, что не даю шансов, чтобы режим аятоллахов продержался до конца Трампа. Просто здесь... Если посмотрим на это, будет давление со стороны Пакистана, с другой стороны Сирия, Ирак. Просто это будет давление. Дальше. Иран – это страна молодежи. Это страна молодых людей, которые хотят жить в нормальном мире, да, которым режим аятоллахов, просто это отсталость, усталость. Ну вот, но то, что можем, и так как в 1979 году вышли молодые люди, да, и сделали революцию против шаха, вполне можем себе представить, что такое произойдет. Я не считаю, что аятоллахи, да, доживут конца срока Трампа. Это будут потрясения, потому что, ну, я не знаю. Ну, я просто как раз к этому и подводил, что вот это вот возможные маневры по снижению цены на нефть, плюс то, что сейчас просто целенаправленно разрушается вся эта шиитская инфраструктура. Возможные сейчас удары, потому что я себе представляю, что еще, например, Байден перед приходом Трампа, да, может дать разрешение на удары по инсталляциям. Так что я не удивлюсь, если в ближайшие 2 недели, да, Соединенные Штаты просто ударят по центрам ядерным Ирана. Вот, это вот типа удар. Потому что логика здесь мышления такая, что если Трамп хочет быть миротворцем, не хочет начинать никаких конфликтов, а думаю, что есть какой-то договор между ними и Байденом. Ну какая разница Байдену, да, напоследок дать разрешение на дружелюбные, да, удары по враждебных системах, которые угрожают, так чтобы Трамп мог войти с чистой картой. Тут коментарі от относительно Ярузельського. Це дивлячись, яка держава. Кучма цілком собі державний, котрий будує державу в вигляді свого царства. Вот, это в контексте Ярузельского, как бы там, да. То есть вы часто критиковали Кучму там, за то, что запустил фактически коллапс государственности, когда были приняты в 2004 году. Вот, в этом контексте. Просто здесь говорим, это видно по последствиям. Да? Я скажу так, я просто не хочу здесь повторять, но то, что сделал Кучма с Медведчуком, это невероятное преступление против государственности, против логики, это что-то невероятное, да. Но если посмотреть на силу этой агентуры русской, потому что это русские, да, то же самое сделали же в 2014 году, потому что если посмотрим на эволюцию этого процесса, Кучма это сделал в 2004 вместе с Медведчуком. Я считаю, что Медведчук заслуженный герой России, да, великий человек с точки зрения России, потому что на самом деле Украина стала объектом метаинституциональной агрессии. То, что было внедрено в конституционную систему Украины, гарантировало
смерть государственности так, как бы убила любую организацию. Не может система работать, здесь нет времени, чтобы это объяснять. Но смотри дальше. Конституционный суд в 2010 отменяет это. Янукович за это платит цену какую? Назначение русских на руководящие должности в стране. Силовой блок, прежде всего. Но не только. Мгм. Смотри дальше. Если думаем сегодня про людей времен Януковича, которые у власти, это тоже сигнал. Но 2014 год, когда уже Януковича нет, первое, что делают, голосуют, да, чтобы вернуть то, что сделал Медведчук. Кстати, тоже с участием Медведчука. Мгм. Я думаю, что это ключевой момент для реформ в Украине. В том смысле, что если это, чтобы не говорить мафия, но антиразвительная группа интересов, которая как рак сидит на украинской государственности, не будет убрана, мне кажется, внешними силами, потому что так сложилось, что они очень сильно срослись с демократами. Вероятность того, что это будет сделано, считаю, 99%. Так что, в принципе, пойдут реформы, все будет нормально. Я оптимист. Еще вопрос, который в контексте нашей прошлой беседы насчет Приднестровья. Вот я назвал этот эфир «Геополитика силы». Вот, в принципе, сейчас, мне кажется, вызревают такие условия, когда вот мы видим экономическое обрушение Приднестровья, которое полностью сидело на российском газе, сейчас прикрыт транзит. И, собственно говоря, дальше возникает вопрос, ну а как поддерживать нормальное жизнеобеспечение 400 тысяч человек, которые там живут, возможно, меньше, потому что там до конца непонятно. И для Украины, и для Молдовы, ну просто выгодно сейчас закрыть эту историю там и раз и Юрий, навсегда. ну подумай по-другому. Как, если не потребностью мафии, объяснить то, что Украина соглашалась на то, чтобы такое Приднестровье существовало? Просто посмотри, это мафия, да, это в принципе Приднестровье, это черная дыра, которой пользовались не только русские, но также украинцы. Посмотри на связи экономические местных людоедов с Приднестровьем, и будет вся картина. Короче, это я говорил с людьми из Молдавии, да, с председателем их высшего органа аудита, провел 3 часа. Он говорит, что Приднестровье существует только благодаря тому, что Украина это все время поддерживала. Если бы по-настоящему сделать порядок, признать суверенитет Молдовы над этой территорией и просто перестать играть против собственных национальных интересов, потому что в том плане Украина поддерживала империальную политику России против Молдовы. Мгм. Согласен? Конечно. Короче, это надо безусловно. Мне кажется, что идут хорошие решения. Прекращение транзита газа – классное решение, да, в котором жадность проигрывается страхом. Это классное решение. То же самое по Приднестровью. Считаю, что нелегальное террористическое явление, которым является Приднестровье, должно быть ликвидировано совместными усилиями стран, которые страдают от этой преступной ячейки, которая там создалась. Мгм. Тут вопрос значит, от нашего зрителя. Представитель по вопросам безопасности оппозиционной партии Германии ХДС-ХСС Родерах Кизеветер заявил, Шольц может встретиться с Путиным в феврале, а Трамп в марте. Просьба прокомментировать эту новость. Шольц встретится с Путиным. Шольц В феврале. Просто постоянные звонки, просто еще раз. Есть 2 конкурентные планы внедрения мира. Условно, один китайский, агентами которого является Шольц, Макрон, Орбан, Си.
Си не видим этого, но Си также давил на Путина, да, чтобы внедрить. Путин не хочет пойти на уступки. Потому что с точки зрения Путина война намного создает ему больше шансов, да, чем сейчас идти на уступки и прекратить войну, потому что возникнет вопрос, зачем это было. Просто будет очевидно, что он эту войну проиграл. Вот и для них он токсичный. Он токсичный для Китая, токсичный для Германии, токсичный для них всех. Они готовы с ним встречаться. Вот. Если американский план, это план будет, в котором будет план мир через силу. Короче, никто не будет обращать внимания на то, что хочет Путин, да, будет внимание на то, что хочет Трамп и к чему заставлен будет Китай. Вот. Встречи с Путиным ничего не дадут. Я сомневаюсь, что он будет встречаться. Кроме того, в феврале Шольц уже будет мертвым. Он может это сделать в рамках своей предвыборной кампании, чтобы показать немцам, какой он пацифист, как он хотел мира, да, и так далее, потому что в Германии есть масса оболваненных людей, которые не хотят видеть сути той политики, которую вела Германия. Он будет играть на сентименте, что вот закончится война, снова пойдет дешевый газ, более дешевый в Германию, вернется старое Dolce Vita, он сам в это не верит, но это вот типа сказки, избирателям рассказывать никто ему не помешает. Вот такая суть. Не верю. Трамп не встретится с Путиным, если не будет ясных деклараций, готовности пойти на переговоры. А Путин не может пойти на переговоры, и здесь, считаю, классная игра Зеленского, который требует, чтобы Путин лично с ним говорил, а он же фашист, правда? Укрнацист, правда? Ну да. Ну и как Путину сказать, что он выиграл войну, если укрнацист сидит напротив него за столом переговоров? Короче, разыгрывают сегодня Путина как серую, да. Ну, Путин поэтому и проталкивает идею выборов там и все остальное. Но абсурд именно в том, что может подталкивать, может так или иначе. Здесь мне кажется, что вся эта ситуация показывает, во-первых, что он не влияет на Украину, что он не диктует, кто легитимный, кто нелегитимный и так далее, что как бы ни было, да, Украина довезет свою победу до конца, и конечно, его мечтой являются все эти разговоры про выборы и так далее. Юра, когда начнется здесь избирательская кампания, выборы и так далее, ненависть украинца к украинцу будет сильнее, чем ненависть к русским. Это самоубийство. Это мечта Путина. Это же не отказано, это же не означает, что нужно отказываться от выборов. Мы уже 6 лет без выборов, по сути, как бы будем. Это же тоже бред. То есть из-за того, что я скажу тебе так. Я считаю, что Украина без выборов, я не знаю, может быть 20, может быть 30 лет. Я считаю, что выборы в Украине всегда были фасадом для того, кто будет обслуживать мафиозный станок, потому что суть не поменялась. Слушай, как мы тогда можем претендовать на какое-то место в Евросоюзе, и как тогда можно исправлять ошибки власти? Ну, это Минутку. Я считаю, что выборы — это станция. Смотри, станции, идем на поезде. Чтобы доехать до станции Мир, надо проехать через станцию Победа. А чтобы доехать до станции Выборы, надо проехать через станцию Мир. Вот так. Нет, так я имел в виду, что после, даже если заканчивается, ваши слова прозвучали так, что война закончится и не нужно проводить выборы. Нет, война закончится, и только тогда, когда война закончится, когда будет обеспечена возможность голосовать всех людей, которые имеют право, включая тех, которые уехали, и так далее, потому что столько миллионов украинцев за рубежом, только тогда можно говорить про возврат демократических процедур.
Если смотреть с точки зрения логики, ну смотри, Великая Британия, не было выборов, правда? Не было выборов, хотя демократия и так далее, и так далее. И только после окончания реальной войны, да, они организовали выборы. Ну, еще шла война на Тихом океане. Ну, я понимаю, но уже война, которая не влияла на ход, потому что, ну, можно бы сказать, что война между Японией и Советским Союзом до сих пор не закончилась. Мгм. Вопрос еще один от наших зрителей. Зрители, кстати, полайкайте эфир, нажмите лайки на Романенко Шорсе на основном канале, потому что нас уже более 3000 человек смотрят. Я считаю, что то, с чем стоит добиться, да, и о чем стоит думать, каким образом повлиять на офис, повлиять на МИД, чтобы выдвинули идею входа Украины в Европейский Союз в чисто политическом смысле. Повторяю, неморальной ситуацией является факт, что украинцы гибнут, защищают Европу. Миллионная украинская армия защищает Европу сегодня реально, правда? И что мешает, чтобы Украина политически стала частью Европейского Союза? Это еще не снятие ограничений на торговлю, это еще не Шенген. Но уже есть украинский еврокомиссар, уже есть украинские депутаты в Европарламенте. Считаю, что это ключ, который бы связал элиты украинские, мышление, будущее. Смотри, намного легче было бы приспособлять Украину к Европе. Намного легче было бы законодательство применять. Намного легче было бы вместе с Украиной деформировать Европейский Союз. Потому что сегодня этой бюрократии и этой диктатуры, да, в принципе, потому что две страны в принципе в состоянии. Возврат демократии — это шанс для Европы, шанс для Украины. Считаю, что и дальше польская президенция. Вот этот момент, я считаю, стоит поднять. Так, вопрос еще такой. Что господин Кульпа думает о последних событиях в Балтийском море? Можно ли последние действия флота в Финляндии считать первым шагом блокады России? Ну, речь идет о спецназе, который на этот абсолютно, танкер высадился. абсолютно, потому что там проявляется суть гибридной войны. Участвует в ней, безусловно, Китай вместе с Россией. Финны молодцы, но это показывает, что Балтийское море стало морем НАТО после входа Финляндии и Швеции, что в принципе можно, следующий шаг, это вообще Дания должна подумать про, и думаю, будут этого типа решения, ограничения, например, входа определенного типа кораблей в Балтийское море, да, которые, например, создают риски. Короче, Черный флот, так далее, страховки дальше. Думаю, что будут средства укрепления контроля над всем, что плавает на Балтийском море. Это безусловно. Русские будут загнаны. И к этому надо добавить полет украинского дрона, который сегодня пролетел 800 километров над территорией России, да, и разбил склад там... в услуге. Да. Ну, о чем говорить, ну. Просто загнаны, как мыши в дыру. Хорошо. Так, теперь вопрос такой. Что пан Кульпа думает по поводу правового кризиса в Польше и где он видит Польшу в мировом раскладе на этом фоне? Ну, ладно, потом я по Балтике еще вопрос задам. В Польше глубочайшая политическая война между двумя лагерями. Да? Что надо сказать? Надо сказать, что смотря со стороны одни и вторые патриоты, я не вижу здесь сил, что черное и белое, да, в принципе применяются методы, я бы сказал, довольно жесткой игры, которыми эти лагеря, это война, которая бесконечная, потому что, как помню,
По крайней мере, с 2005 года можем наблюдать, что просто пришли две партии, которые начались переговоры о совместной коалиции, которые уже были подставой, а потом разделили польскую политическую сцену между себя. Это Качинский и Туск. И последние 20 лет это игра. Я видел очень много ситуаций, когда кому-то что-то плохо шло, да, сразу другая сторона делала такие ошибки, чтобы поправить его. Серьезно? Серьезно. Так что здесь я не принадлежу к тем, которые считают, что они друг друга ненавидят сильно, хотя этот кризис стал реальным после 2010 года. Особенно после момента, когда лагерь Права и Справедливости начал обвинять другой лагерь в сотрудничестве с Путиным, да, по смоленской трагедии, по убийству, да, по падению самолета и так далее, и так далее. Вот с этого момента все стало жестко. И просто можем говорить про реальную глубочайшую ненависть, которая объединяет ядро одной и второй партии. Это переложилось на кризис конституционный, потому что то, что платформа сделала в 2015 году, выбрала судей Конституционного суда, хотя не было в их сроке выбрать, занять это место, они сделали это наперед. Потом ПиС, который это отменил, все это привело к серьезнейшему конфликту, который разыгрывался, я бы сказал, Евросоюзом. Почему? Потому что все время правления Права и Справедливости использовалось для того, чтобы блокировать средства для Польши, пытаться влиять, и в принципе немцы делали из поляков, но пытались представлять это как захват власти и так далее. Сегодня контрреформы тоже сложно идут. Я думаю, что нужен какой-то выход, но нету возможности создать третьей силы. Я думаю, что так долго, пока живы лидеры, ничто не поменяется. Эта ситуация показала, что сила партий иногда царствует над здравым рассудком государства, что этот конфликт, он очень сильно ослабляет Польшу. Ну вот началась президенция Польши в Европейском Союзе, президента Польши не пригласили, но таким образом, чтобы отказался от прихода. Дальше, чтобы не мог проявить себя как президент Польши, отказались от организации саммита глав стран Европейского Союза в Польше. Не будет такой встречи, да, будет в Брюсселе. Но вот, это вот типа момент. Идет с точки зрения поляков, я удивляюсь, как можно смотреть один бразильянский сериал, да, 20 лет, и чтобы это не надоело. Скажу так, нету здесь никого, кто был бы правым или неправым. Просто есть положительная сторона этой ситуации, что смена власти приводит к тому, что делается настоящий аудит и проверка того, что делали попередники. И в целом, я бы сказал, качество государственности не падает. Не падает, несмотря на то, что после каждых выборов идет отрицательный отбор людей, которые участвуют в политике. Об этом надо помнить. В Польше пропорциональная избирательная система. В пропорциональной системе будущая политика не зависит от того, как он представляет людей, а как слушается своих партийных боссов. Люди, у которых есть позвоночники, у которых есть авторитет и так далее, не хотят в этом работать, потому что это унижение.
Единственный в Польше метод, чтобы существовать в политике, не участвуя в политической партии, да, это Сенат, выборы в Сенат. Там иногда попадают люди, которые, потому что там полная мажоритарка. В целом, думаю, что в Украине та система избирательная, где хотя бы половина депутатов, да, избиралась как мажоритарщики, она была намного более, я бы сказал, намного больше создавала шансов, чтобы политики, которых будущее зависит от избирателей, могли проявляться в политике. В Польше таких шансов нету. Польша в том смысле является страной, где есть два лидера, которые в принципе как диктаторы. Любые маленькие партии, они просто их обыгрывают и съедают на конец дня, и 20 лет ничего не меняется. Вот в контексте того, что мы говорили по Балтике, можно ли говорить о том, что вот эта вот ситуация, когда Россия вместе с Китаем идет на сознательное повышение ставок, и постоянно вот это вот они гадят, там кабеля эти перерезают, там пакости эти все делают, радиотехническую разведку проводят, то есть это уже ни для кого не секрет, что в принципе это укрепляет у стран региона, как скандинавских вот этих вот стран, да, так и у Польши, у стран Балтии, к некой форме формирования какого-то альянса в сфере безопасности, куда могла бы примкнуть и Украина, куда могла бы примкнуть и Дания, могла примкнуть Британия, допустим. Это вопрос не примкнуть, да. Просто нету этого союза без Украины. Украина является основным, я бы сказал, самым важным государством в этой конструкции, если говорим про дополнительно углубленное сотрудничество, скажем, на восточной фланге НАТО. Просто Украину надо видеть как часть восточного фланга НАТО. И, безусловно, но надо видеть это шире, потому что Балтика это только одно из мест. А то, что сейчас в Португалии, да, там также есть попытки ударов по подводным снабжениям и так далее, и так далее. Короче, это будет, я считаю, углублять сознание и углублять союз всех стран НАТО. Роль НАТО, я считаю, поменяется, но именно противодействие гибридной войне и так далее, то, что наблюдаем, это будет то, что будет объединять, безусловно, 100%. Так, хочу спросить еще один вопрос, который вначале там зрители спрашивали. Какие книги нужно читать? Не относятся к этому, к общей теме, но вот тем не менее. Какие книги надо читать? Какие книги вот вы бы порекомендовали к чтению для того, чтобы, условно говоря, вот так вот глобально мыслить? Я думаю, что с точки зрения людей в Центральной Европе, то, что Юра сделал, а вы не знаете, приедут сюда эксперты из Strategy and Future, да, господин Бартосяк, да. Господин Будиш, да. Они написали достаточно много книг, которые касаются Польши, но можете их читать просто как про Украину, потому что едем все на одной политической коляске, и аргументы, там 80% всего касается Польши, но также Украины. Мы их переведем. Эти книги рекомендую. Потому что я, например, геополитика. Да, вот. Это, да. Речь Посполита, между можем и чем там? Речь Посполита, да, Украина, между лądem и морем, да, то же самое. О войне и покое, да? Книг... мы сейчас, покажи эту книгу. Мы сейчас не эту переведем, мы вторую переведем книгу Бартосяка, Кадубин наш герой. Наилучшее место на земле? Да. Да, просто я это считаю, тяжелее, но мы ее тоже, я думаю, переведем. Будиш тоже написал, да, просто есть уже достаточно сильная геополитическая литература, которая касается геополитики Центральной Европы.
Думаю, что осознание наших интересов, наших сильных стран, просто я не согласен, я повторяю, я с ними не согласен, потому что они видят Соединенные Штаты как страну, которая проигрывает и так далее. Я полностью просто отличаюсь в том плане. Я с единственным тезисом, и в принципе, когда они говорят, что вот кризис, вот плохо, вызов и так далее, я это рассматриваю. В Польше это хорошо работает. Почему? Потому что это мобилизирует людей, чтобы думать про безопасность, одобрять расходы на вооружение и так далее, и так далее. В Украине, я считаю, это плохо работает, потому что это вписывается в эту идеологию, что все потеряно, все проиграно, все между Карасевым и Портниковым, да? Вот, с Гордоном гуру кучизма, да, в середине. Вот. На самом деле мы на предвкушении победы. Ничего плохого уже не будет, потому что Путин все, что мог сделать плохого, сделал. И просто сейчас надо думать, как выйти с этой войны с сильной государственностью, с Украиной как частью Запада, частью системы западной безопасности, лучший союзник Соединенных Штатов. В Польше простое мышление. Польша не имеет собственных ресурсов суверенитета. Короче, если не будет внешнего гаранта в виде Соединенных Штатов, суверенитет Польши испаряется между Россией и Германией. Только если построим блок всех, от Великой Британии, Скандинавии, Польша, Украина, тогда у нас есть потенциал собственного суверенитета, который можем вместе с Соединенными Штатами поддерживать и просто использовать прежде всего для экономического развития. Вопрос еще такой от Эльжбеты Казаковской, Данута, на Романенко-Шварц. И вопрос такого характера. Что он думает о Становске и Мазурек? Видит ли он в этом возможность сформировать новую силу в Польше? Надо только объяснить контекст украинцев. Я не думаю, просто думаю так, что все попытки выстраивания политических сил, да, кроме платформы и ПИСа, являются разводом одной или другой стороны. Вот, я бы проверил, кто там больше из этого будет иметь, потому что 20 лет истории, да, всегда оказывалось, что они вместе работали, чтобы убирать всех третьих. Не верю в возможность создания третьей силы. Так это вижу. И в этом, кстати, вижу положительную сторону, потому что представьте себе, что в Польше, например, 5 или 6 партий, да, которые меняются и так далее. Тогда процесс деградации в рамках пропорциональной системы идет намного больше. А так у нас, несмотря на пропорциональную систему, есть двухпартийная система, которая вынуждена очищаться. Потому что любая партия в Польше, да, вынуждена, если есть вор, если есть человек некомпетентный, убирать его, потому что теряет очки. Да? Короче, конкуренция заставляет их вести себя рационально. Ну и конкуренция это всегда хорошо. Кроме того, я не думаю, что сейчас есть климат на левую сторону. Думаю, что мы сейчас ждет нас время консерваторского подхода, возврата традиционных ценностей. Думаю, удара по нарциссическим каким-то проявлениям. Да? Вот, думаю, что многие моменты достоинства человека, укрепления прав семьи, потому что это единственный способ решения вопроса демографического, да. Вот. Но это вот типа моменты и отхода от идеологии, потому что я не верю, честно не верю в то, что динозавры, да, погибли из-за того, что их маленькие мозги не дали им возможности остановить смену климата. Это же не просто что, а почему они тогда погибли? Мы их выбили.
Ну, думаю, что сила природы, да, намного сильнее. Разнообразнее, да. И какие бы у них мозги не были, так бы погибли, если надо было им было погибнуть. Хорошо. Друзья, ну у нас хороший, отличный эфир получился. Как я же говорил, 3000 будет смотреть, вот даже больше смотрели, так что можно было пари заключать. Спасибо за то, что смотрели. Напоминаю, что у нас завтра последний день, когда мы закрываем сбор на 150 тысяч на студию, там уже за 40 тысяч есть. В описании к эфиру есть все реквизиты, там Patreon, PayPal, что там еще, карточка Монобанка, банка Монобанка там и так далее. Поэтому тех, кто не сбрасывался, сбрасывайте. Буджиш и Бартащак приезжают опять-таки благодаря вам. Это, ну, я думаю, что мы вообще первую такую протоптали. Это невероятно важные. Да, объясните, почему это важно. Просто это институт Think Tank, я считаю, самый важный с точки зрения, я бы сказал, политической реальности Польши, который имеет невероятные заслуги для того, чтобы показать полякам, как важно является вопрос обороны, вопрос геополитического мышления, самосознания, что это не вопрос, который можно перебросить в Брюссель или где-то, да, что тот, кто не будет думать собственными мозгами, тот проиграет, будет платить за это высокую цену, которые вернули понятие геополитики в мышление, в политическую, которые делают это с перспективы гражданской, не залезая в никакие структуры власти и так далее, которые являются вдохновением для патриотизма в Польше, и думаю, что эти идеи будут работать также в Украине. Да? Вот. Думаю, что это вообще как будто возврат самосознания, потому что так как в Польше есть понимание на уровне инстинктов, положение Польши, угроз. С одной стороны Германия, со второй стороны Россия. Это просто поляк в возрасте 7 лет уже понимает, где живет, какие вызовы. В Украине этого не было. Да? Вот Украина вынуждена будет создать свою геополитическую теорию, да, культуру, школы и так далее, мышление. Вот это важно. Но я скажу так, вся польская политика является без сомнений должником этих людей. Так что с точки зрения, скажем, польской политики, я считаю, что это люди, как будто Юра пригласил, ну скажем, 5 министров как минимум, да? Да. С вице-премьер-министром, я не знаю, как это перевести на... Вот, что еще? Я скажу, что хочу сделать одну инициативу, как всегда. Представьте себе 20 января. Представьте себе Дональда Трампа. Представьте себе его как человека. Я предлагаю, чтобы сделать петицию президенту Зеленскому, чтобы все под ней подписались, например, если Юра бы ее зарегистрировал. Суть ее такая, что поскольку его приход создает невероятные надежды для Украины, которой надоела помощь по капельнице, которая связывает с ним невероятные надежды, чтобы можно было 20-го снять комендантский час, чтобы можно было праздновать его вход на престол. Я думаю, что это был бы очень важный сигнал для его воспринятия самого себя. Я думаю, что журналисты всего мира бы об этом написали. Можно было бы пускать фейерверки, не? Может быть, без фейерверков, потому что война для очень многих это просто имеет другие, не фейерверки, но сама инициатива, само обращение, да, я думаю, что весь мир бы об этом написал. Потому что мы вправе откровенно радоваться, что есть президент,
который в состоянии действовать и работать больше, чем 3 часа в день. Дальше есть в состоянии говорить про внедрение мира через силу. Мгм. А это единственный язык, который понимает Путин, правда? Мгм. Зафиксировал, сделаем. По поводу Барташяка, господи, Буджиша и Аполлинский, которые приедут 7 числа, у нас здесь будет, у нас в офисе, в студии будет куча мероприятий, ну не только здесь, но в 6 часов вечера будет большой эфир, 2-часовой, вот такой стратегический, такой, я постараюсь позвать тяжелых спикеров, может, не знаю, может, и Петра позову, посмотрим. Я посмотрю, как это организовать с точки зрения пространства, чтобы это было круто. И у нас будет, вот я очень хорошо к нему подготовлюсь, для того, чтобы у нас получилась такая очень стратегическая, системная, как бы очень глубокая беседа. Ну и, соответственно, 8-9 они тоже будут. Я постараюсь там на другие каналы вывести их, и, ну, для того, чтобы это все прозвучало. Я скажу, что в каком-то плане это, с моей точки зрения, когда смотрю, это герои Украины. Потому что на самом деле то, что Польша такую помощь оказала в первые дни Украине, было возможно благодаря сменам менталитета, которые они сделали. Барташак и... Да, потому что все эти книги показывали процесс, да, они как будто подготовили польский политический класс, чтобы принимать этого типа решения. Потому что никуда ждать, да, и в принципе в этих моментах польский политический класс сделал что-то невероятное, это очень редко, пошел против Брюсселя, пошел против Вашингтона, оказывая помощь Украине, защищая по сути самих себя, потому что то, что Польша делала, это была форма самозащиты. Ну так вот, я всем напомню, что нам все это обошлось в 70 тысяч гривен, то есть мы собрали там деньги на билеты, на это, ну мы специально это все как бы сами проплатили, вот, благодаря тому, что все наши медоеды, все наши зрители скинулись, и я вам скажу, что мы будем делать вот такую горизонтальную коммуникацию, выстраивать там не только с Польшей, там, но и с Румынией, там, и с другими странами, там, Триморья, не только Триморья, то есть по большому счету мы запускаем вот такие важные инициативы для того, чтобы формировать вот это вот геополитическое широкое мышление, новую политическую культуру, отталкиваясь от наших собственных интересов. Потому что когда эти интересы осмыслены, когда они организованы, то тогда все и получается. Правильно? Ну правда, если этого нет, тогда нам втюхивают, да, что Меркель, Шредер и Шольц, да, это наши союзники. Ну или что кто-то решает там в нашу внешнюю, кто-то внешний какой-то игрок решает нашу судьбу. То есть пока, если нет мышления, то, конечно, они будут решать нашу судьбу. А когда мышление есть, то никто не может решить, потому что ты просто отсекаешь все плохие варианты. Но можно сказать так, что никто не находится дальше от своей цели, чем тот, кто ее не знает. 100%. На этом еще одна золотая цитата, которую мы на вот эти вот футболки все наши внесем, и вы будете их покупать, носить, кому-то дарить будем, и будет вам счастье. Потому что идея, овладевшая массами, становится вооруженной силой, да? движущей этими массами. Все, огромное спасибо Петру Кульпе, у нас 2-часовой эфир вышел, и он отличный, и поэтому нарежем на куски, полайкайте, еще раз говорю, поддержите сбор на 150 тысяч, там осталось меньше, уже 100 тысяч, и это все в описании к эфиру, там найдете, я поставлю сейчас у себя на телеге этот сбор, за сутки, я думаю, соберем. Все, пока.